Язва желудка. Встреча Авиценны и современной диетологии. Чьи советы эффективнее? Хотелось бы это обсудить в данном видео. Мы это сделаем на таком примере. Возьмем диету номер 1, известную диету Певзнера, Мануила Певзнера, для лечения язвы, и сравним ее с теми советами, которые давал Авиценна тысячи лет назад. Удивительно, но оказывается, что в вопросе лечения язвы желудка они говорят почти об одном и том же. Главный принцип – покой для желудка. Авиценна учил, что язва – это горячая рана, которую нельзя раздражать. Он запрещал все острое, кислое и твердое. Стол номер 1 ввел понятие механического и химического стяжения желудка. То есть нужно исключить жареное, специи и грубую клетчатку. Оба подхода настаивают на том, что еда должна быть лекарством, которое как бы бинтует желудок изнутри. Овсянка и ячмень – это золотой стандарт. Дальше в этом видео я расскажу, какой рецепт ячменной воды готовил Авиценна. Его рецепт назывался Мааш-Шаир, но это по сути первый в истории медицинский обволакивающий напиток. Стол номер 1 тоже настаивает на слизистых супах и разваренных кашах из овсянки и риса. Авиценна подчеркивал силу зерна для лечения желудка. Современная наука согласна с этим и говорит, действительно, надо обращать внимание на продукты, которые богаты бета-глюканами. Следующий момент – это сходство в том, что и Авиценна, и современная наука подчеркивает значение психосоматики и режима. Авиценна писал: «Гнев и страх разжигают огонь в желудке. Он лечил не только диетой, но и покоем». Современники знают о связи стресса и язвы через нервную систему, через блуждающий нерв. Заметили, что оба подхода единогласны. Есть нужно часто и понемногу, то есть применять дробное питание, чтобы желудочный сок не разъедал пустой орган. Следовательно, речь идет о правильном режиме питания. В чем же они разошлись? Различия. Авиценна часто использовал сложные растительные составы и масла, например, миндальное, в то время как стол номер 1 более строг к жирам и больше ориентирован на простые продукты – творог, отварное мясо. Главное отличие в том, что современная медицина узнала то, что язва желудка связана с бактерией Helicobacter pylori. Это приводит сегодня к тому, что диета становится помощью, а главное лечение – это прием антибиотиков. Нам следует сделать такой вывод. Мудрость Авиценны прошла проверку веками. Оказывается, принципы лечения язвы фундаментальны. Древний рецепт ячменного отвара и современная овсянка на воде имеют одну и ту же цель – дать организму шанс на исцеление. А вы когда-нибудь пробовали лечебные диеты? В начале этого видео я говорила вам о ячменной воде, которую предлагал готовить Авиценна. Сейчас мы с вами рассмотрим его прекрасный древний рецепт, который можно легко сделать сегодня и применить для облегчения своих болей и лечения язвы желудка. Итак, рассмотрим древний рецепт Авиценны. Рецепт медицинской ячменной воды из канона врачебной науки. В современных исследованиях его текстов приводится такая пропорция и метод. Нужно взять одну часть качественного ячменя,
и 20 частей чистой воды. Например, 50 грамм ячменя на 1 литр воды. Подготовка. Ячмень нужно тщательно промыть несколько раз. Затем залить зерно водой, довести до кипения и варить на медленном огне. Варить нужно до тех пор, пока зерна не станут мягкими. Вы будете видеть, что вода приобретет такой мутноватый белый оттенок. И когда зерна становятся мягкими, и в воде появляется слизь, которая нам необходима. Авиценна указывал, что вода должна впитать силу зерна. Полученную жидкость нужно процедить через чистую ткань или через сито, пока она еще теплая. Как принимать? Авиценна говорил, рекомендовал пить этот отвар теплым, небольшими глоточками. Он утверждал, что это увлажняет желудок и успокаивает жар, который сопровождает язву. Почему это работает с точки зрения Авиценны и науки? Во-первых, слизь. При долгой варке выделяются водорастворимые волокна, которые сейчас называют бета-глюканы. Они создают защитную пленку на язве. В отличие от целой каши, вода не требует долгого переваривания желудком и не травмирует стенки желудка механически. Противовоспалительный эффект получается. Авиценна отмечал, ячмень – одно из лучших средств для подавления внутреннего воспаления. Важные советы из канона. Никакого сахара и специй. В лечебную ячменную воду для язвенника Авиценна запрещал добавлять мед или острые приправы в период боли. Отвар нужно готовить ежедневно, так как он быстро теряет свои лечебные свойства. Друзья, я не врач, но меня искренне восхищает этот совет Авиценны, потому что он перекликается с современной медициной. Я подготовила этот материал, чтобы поделиться с вами этой удивительной связью. А как вы относитесь к народным рецептам? Будьте здоровы! И пишите мне, я буду рада услышать о вашем опыте, даже если он отличается от моего.